Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня видео, как всегда, в такие дни тематическое. Как вы знаете, мы с Ирой стараемся в какой-то праздник или определенное время года, в общем, раскрашивать еще и тематические видео на ту или иную тему, ну, смотря в зависимости от того, какой праздник. А сегодня не исключение, мы решили раскрасить иллюстрацию на тему Хэллоуин, как вы поняли. Мы не привязывались ни к чему. Просто договорились на эту тему что-то раскрасить. Будет настроения много, иллюстраций не будет, значит, одну. Поэтому будем красить одну. В общем, я выбрала вот такую иллюстрацию. Я, наверное, буду красить, посмотрим. Скорее всего, одну, потому что в этом месяце на тему Хэллоуин будет у меня еще много видео, много иллюстраций. Поэтому решила остановиться на одной, вот такой вот. Дженнифер Зиммерман, если правильно произношу. Я делала PDF-распечатка у меня была, я показывала. И там разные иллюстрации. И вот я нашла вот такую, случайно, иллюстрацию. И мне хочется здесь пораскрашивать. Она мне понравилась. Я хочу ее раскрасить. И я хочу ее раскрасить... Ну, я пока на 100% не знаю, чем я буду красить, но, скорее всего, большую часть я буду красить. Немножко отодвинемся, потому что что-то далековато я уехала. Скорее всего, буду красить, ну, фон будет акварель. Все остальное посмотрим, скорее всего, карандаши. Я пока прям вот, знаете, 100% какой будет фон не решила. Так, чтобы прям вот точно-точно еще не решила. Так. Но плюс-минус уже знаю, что хочу. Надеюсь, что получится. Положу клееночку, потому что хочу воды сюда все-таки лить. Не так много, потому что здесь не акварельная, насколько я помню, бумага. Но все-таки будет вода. Так, я, наверное, уберу, чтобы не мешало. И красить я все-таки хочу, ну, наверное, буду с грануляцией красить акварелью. И ну, посмотрим, конечно, вообще, что получится. И получится ли у меня что-то на эту тему. Мне бы хотелось такой, знаете, легкий фон сделать именно акварелью. А там уж как пойдет. Хотелось бы, конечно, чтобы была здесь вот эта грануляция, но не уверена. Как я уже сказала, здесь и бумага совсем не акварельная. И не уверена, что у меня прям на 100% это получится. Но я хочу так, знаете, как я уже сказала, вопреки всему, казалось бы, Хэллоуин и все такое, но не прям такой, знаете, темный-темный фон, чтобы был. Вот. Поэтому мне бы хотелось так, знаете, условно, я бы сказала, этот фон сделать здесь. Получится хорошо, не получится. Что ж, теперь, ну, посмотрим, как будет получаться и что будет в итоге. Надеюсь, что все получится. Вообще, общепринято почему-то, да? Ну, наверное, потому что очень хорошо выглядит, когда вы делаете такой вот какой-то мрачный, темный, атмосферный прям фон. И это сразу уже вроде как Хэллоуин. Все считают, да? Наверное, это правильно. Но иногда, знаете, вот, ну, не хочется нагружать, не хочется делать прям вот
такую страшную какую-то атмосферу. Хочется, наоборот, чего-то такого легкого, красивого. Мне хочется верить, что получится все. Надеюсь, что все получится. Вот. И будет красиво. Я не фанат, честно говоря, Хэллоуина. Я вообще даже не совсем понимаю. Не то чтобы не совсем. Смысл праздника-то я понимаю. Почему его там празднуют, в связи с чем. Вот. Я не совсем... Причем это празднуют по большей степени, наверное, не столько взрослые, сколько дети. Именно вот, да, вот в Америке, допустим. Я не совсем понимаю, зачем это детям. Уж лучше тогда что-то другое было придумать по типу доброго чего-то. Там в том плане, что, ну, не считаю это прям... Ой, не пойму, волосы, не волосы крашу. Не пойму, зачем детям это. Вот. Я в том плане, что, да, вот родители как бы даже не против, чтобы дети его праздновали, наряжают их. Вроде бы и безобидный праздник, и в то же время все-таки, если почитать, что это и в связи с чем он связан, этот праздник, то, конечно, ну как-то не знаю даже. Я бы не праздновала. Я его, в общем-то, и не праздную. Мне просто нравятся все вот эти вот моменты, такие вот ведьмочки, по-доброму красивые ведьмочки. Очень нравятся вот эти все сейчас очень милые картиночки, да, вот в Хэллоуин, когда все красят тыковки, еще что-то. Вот именно сама атрибутика, наверное, больше мне интересна, чем праздник. Вот. Так, конечно, совсем кровожадная, очень страшная, очень там... Я бы не стала красить. Все, что сопутствует именно, скажем так, Хэллоуину. Ну вот сама эта вот атмосфера, красивые эти тыковки, все в таком духе. Мне нравится красить, мне нравится смотреть. Поэтому я, в общем-то, и раскрашиваю. Кто-то, наверное, даже и отмечает Хэллоуин. Я знаю, мы когда были в Питере, молодежь прям отмечает. Это тоже, знаете, с одной стороны, так сдалека забавно посмотреть. Не более того, честно говоря. Потому что, ну, как я уже сказала, не совсем понимаю, зачем это праздновать. Так вот, в той мере, в какой, допустим, американцы празднуют. Дети ходят в таких вот всех страшно ужасных костюмах, многие. Мне такое, конечно, не по душе. Но, опять же, каждому свое. Кто-то, наоборот, может, считает, скажет, глупое, наоборот, это здорово. Поэтому вот. Пусть будет, кому нравится, пусть отмечают, конечно же. Ну, а я просто люблю всю эту мишуру, когда украшают. Без фанатизма, конечно. К празднику, когда это все красиво, интересно и так далее. Ну, вот что-то не совсем, конечно же, получается, как хотелось бы, но посмотрим сейчас. Вот. Ну и так. Придется ее вертеть, чтобы все не размазать, ничего не испортить. Придется, конечно, раскраску туды-сюды крутить, вертеть. Ну и вот вообще я, как уже сказала, не отмечаю. Мне просто нравится это все дело. И, конечно же, с удовольствием согласилась пораскрашивать. Сама идея, как бы, почему нет, не вредит, не претит нам, как говорится. Так, здесь будет со всеми вот этими вот моментами, конечно, все намного сложнее, потому что, опять же, вот эта чернота, ее прокрашивать тяжело.
Но будем надеяться, что все получится. Вот. Так что сейчас попробую закрасить. Ну, вот так вот получается фон. Не совсем, конечно, может быть, прям то, что мне хотелось бы. Так, с этим пока не знаю. Пока не решила, будет у меня он там раскрашенный или нет, этот фон. Так что пока не трогаю его. Фух. И мне бы хотелось раскрасить кожу, скажем так, у нее, раскрасить ей лицо. Посмотрим, пока думаю, как опять же, как и что будет. Ну, пока что будет Лера. Вроде бы подсохло все. И можно будет попробовать раскрасить. Здесь сама по себе бумага-то неплохая, но за счет вот этой всей черноты, конечно, плохо это все получается. С одной стороны, нам, конечно, не угодишь, да? Что человек. Такая зараза, что не угодишь. С одной стороны, вроде как здорово, что есть вот эти вот все затемненные места. И кто не умеет, допустим, да, ну, вот я в том числе, наверное, пока еще на 100% грамотно не умею их распределять, красить кожу и так далее. Кто только учится или по каким-то причинам не особо хочет заморачиваться учиться, а здесь это вообще можно взять один цвет, наверное, кому не принципиально, и закрасить, и будет, как говорится, вам счастье. Вот. С одной стороны, да, это здорово, но с другой стороны, конечно же, не так уж это здорово в том плане, что вот по нем не особо-то карандаши хотят рисовать. Вот. Не всегда получается это скрыть, вот эту черноту, как хотелось бы ее скрыть или закрасить. Поэтому, вы знаете, я вообще не совсем иногда не понимаю, этот грейскейл, да, правильно называется, это эти все черненькие затемнения. Не совсем их предназначение понимаю, потому что иногда прям, ну, для, скажем так, для затемнений, если, допустим, иллюстратор хотела показать, где нужно затемнять и так далее, все это дело, то тогда слишком уж черные они и слишком жирные получаются все эти затемнения. Не совсем непонятно, зачем так. Вот. С одной стороны. Ну и некоторые иллюстрации там даже, наверное, и затемнений-то особо не нужно. Вот у меня есть несколько иллюстраций, где сплошняком все темное. И это тоже не очень нравится. Но никуда не денешься, как говорится. Будешь красить, будешь терпеть, потому что, ну, они здесь есть, такие моменты. Вот. Не знаю, не могу утверждать, так как я не рисую уже. Не я рисовала эти раскраски. Не могу утверждать, для чего конкретно это все. Именно чтобы показать, где затемнение, или именно вот просто как вариант, что красиво. Но не совсем это понятно. И не всегда это нужно до такой степени черное. Поэтому, конечно же, не хотелось бы, чтобы это было так в таком количестве, в такой вот черноты.
Ну, а с другой стороны, здорово, что можно учиться. Вот я смотрю, Лира как-то пытается даже в некоторых местах сопротивляться. В плане вот этой вот черноты все закрашивать. Она пытается немного все-таки намекает, что не хочу я здесь рисовать. Придется постараться, как говорится. Вот. Ну, в целом, затемнение есть. Я смотрю, некоторые карандаши прям в лед цепляются к бумаге, а некоторые оттенки, ладно, будем поправлять. А некоторые прям не хотят красить. Странно, конечно, да, вот какой-то оттенок прям даже больше, чем надо, наносится, а какой-то даже и не хочет сюда ложиться. Вот. Будем закрашивать, никуда не денешься. Вот. Никуда от этого, как говорится, не деться. Здесь, наверное, нужен будет ластик нам. И немножко все-таки как-то странно. Где-то он рисует, а где-то штрихует, не пойму. Что ему не нравится? Этому карандашу. Вот. Поэтому я стараюсь вообще в целом выбирать, где минимум всего этого черного. Вот. Но иногда некоторые иллюстрации действительно очень красивые. И хотелось бы пораскрашивать, поэтому приходится уже мириться с этой чернотой. Как здесь, вот, допустим, иллюстрация красивая. Хочется раскрасить, ну, вот, как говорится, вариант. Либо мириться с этой чернотой, либо не раскрашивать. Но в целом такого, чтобы прям критического ничего нет в этом. Вообще, я уже и полихрома, слушайте, чтобы по в некоторых моментах прям, ну, слишком она все-таки светлая. Вот. Пишите, какие нравится вам вот такое вот красить именно в таком цвете, что темное, все грейскейл, или вы предпочитаете все-таки чистые, чтобы были без черноты этой, или наоборот очень нравится как раз таки этот грейскейл. Будет интересно послушать. Я как-то более-менее научилась игнорировать его. Поначалу вообще катастрофически прям не хотела его красить. Именно такие иллюстрации мне прям не хотелось. Ну вот, скажем так, Лира не особо хочет красить здесь, поэтому совсем уж темного не получится. Здесь такого, даже не темного, а яркого лица, да, кожи. Можно было бы, конечно, ее сделать вопреки всему какую-нибудь зеленую. Ну, мне не нравится. Девчонки красят, в принципе, получается очень даже интересно и неплохо. Но, не знаю, мне как-то не нравится их делать синими, зелеными. Все-таки более человечными хочется делать. Всяких этих феечек, русалок, ведьмочек. Поэтому я как-то, если кто-то ждет, да, там какого-то необычного цвета лица, то я как-то, ну, не то чтобы против.
Скорее больше нравятся мне все-таки стандартные, обычные. Вот, мордахи без всяких каких-то таких вот замутов. Ну, я знаю, девчонкам нравится. Они перерисовывают, дорисовывают, делают их более зловещими, страшными, там, с какими-то причудливыми цветами кожи. Тоже по-своему здорово. Мне как-то не очень это импонирует, поэтому я не заморачиваюсь на эту тему. Просто, может, потемнее, чем обычно ее сделать хочу. Такую, знаете, поярче, что ли, кожу, повыразительней. Пусть будет, но без всяких таких супер-пупер замутов. Потому что, ну, не знаю, как-то не очень мне это нравится. Ну и буду потихоньку красить. Раскрашивать. Может, у меня что-то еще в процессе изменится. Ну, тут сильно-то менять в процессе. Что у меня изменится? Ничего особо не изменится, наверное. А к вам еще вернусь. Итак, вот так у меня получается. Уже ведьмочка. Ну, шерсть я говорила. Не мой конек. Совершенно. И я пока не определилась. Здесь вот метла. Ай, по идее, хорошо бы волосы какие-нибудь черные сделать. Не знаю. Потому что коричневые уже отпадают. Здесь метла, и все равно что-то такое должно быть. Ну, не синяя же метелка. Все отпадает. Не знаю. Много моментов, которые что-то я не совсем хорошо, мне кажется, продумала. Ну, может, наоборот. Пока еще не знаю. Бывает, знаете, как сам начинаешь сомневаться, переживать, думаешь, все, выброшу. Не нравится мне рисунок. Не получилось, не срослось. А потом в последнюю минуту, когда уже более раскрашенный, оказывается, что да нет, все отлично, все мне нравится, поэтому, ну, пока уже совсем не буду критично так кричать караул. А дальше посмотрим. Итак, продолжаю свой хобби, совместник. Напоминаю, кто не смотрел в начале или забыл. Мы с Ирой, как обычно, в честь какого-нибудь праздника стараемся раскрашивать тематические, делать такие видео, когда какие-то праздники, времена года наступают новые, одно время года сменяет другое и так далее. Хэллоуин не исключение, мы уже делали и в прошлом году такого формата видео, ну и в этом решили тоже пораскрашивать. Вообще, хочу сказать, в этом месяце будет у меня очень много, по-моему, Хэллоуина, даже больше, чем надо. Но, тем не менее, я дораскрашивала иллюстрацию. Напоминаю, мы с Ирой не привязываемся ни к конкретным книгам, ни к конкретным каким-то материалам или количеству. Мы договариваемся просто что-то раскрасить. Именно на ту или иную конкретную тему. Не более того, ну, дабы не смущать никого, да, никаких-то, чтобы не было неудобств, напрягов, мы решили так. Напоминаю, я раскрашивала вот такую ведьмочку. Это у нас Дженнифер Зиммерман, если я правильно читаю ее имя, фамилия. У меня в формате PDF эта раскраска. Я показываю, мне просто пружина очень маленькая здесь, и мне тяжеловато прям ее открывать, закрывать, эту раскраску. В общем, я решила раскрасить вот такую ведьмочку к Хэллоуину. Как раз самое то. Здесь черный кот, ведьмочка такая вся красивая. Я не стала ее портить. Сначала было желание, знаете, раскрасить какой-то нестандартный цвет лица, попробовать, рискнуть. Но потом решила, зачем? Пусть она будет красивая. Даже летучая мышка есть, паучок. Ну, в общем, все атрибуты. Наверное, пожалуй, за исключением тыквы Хэллоуина. Что? Раскрашивала я карандашами.
как вы можете помнить в начале видео, внутри вот этой вот... Я не совсем поняла, рамка, окно, что это конкретно. В общем, я закрашивала акварель внутри, а все остальное, уже сама рамка и весь рисунок, это карандаши. Здесь лира. Карандаши везде. Лира. Совсем чуть-чуть белой гелевой ручки. И, по-моему, на коже я еще использовала телесный такой оттеночек от Полихромоса. Ну, не то чтобы прям телесный. Так. 189 цинамон или кинамон, как он правильно-то переводится, не знаю, не буду коверкать. 189 оттенок. Мне нравится этот цвет карандашика. Я его использую, бывает, когда мне не хватает, да, затемнить что-то. Когда лирой рисую, мне не хватает цвета, я его добавляю. Есть еще более темный. Ой, куда-то я его уже делала, не покажу. Где-то уже... Сейчас все попадает. Где-то уже приложила, потому что много тут отдельных разных контейнеров, стаканчиков с карандашами. Система Ниппель. Основной стоит с карандашами лира. Достаточно контейнер. Для, у меня все карандаши, да, от лиры, кроме одного, по-моему, белого нет. Потом вот такой стаканчик у Риты отжала. Здесь лист артиста. Чуть-чуть фикс прайса, чуть-чуть мастер-класс. Ну, в общем, такая сборная солянка Ашан. Да, и почему-то... ну да, здесь и стерка. Не здесь должна быть. Вот такая сборная солянка. Еще один стакан. Там гелевые все ручки. Потом еще один вот такой вот стаканчик здесь. Всякие огрызки уже карандашей, которые еще, в общем-то, рисуют, но уже на грани, скажем так, да, вот. В общем, поэтому у меня их много. Здесь разных стаканов, где-то я, видимо, положила темный. Но неважно. В общем, вот такой мне получился обалденный рисунок. Мне очень нравится, я, в принципе, довольна, как получилось. Можно было бы поярче, потемнее, но... Так как одежда у меня еще плохо получается, я поэтому не стала сильно затемнять. Ну и черный. Мне очень хочется научиться черные волосы, черную шерстку рисовать. Но пока еще так постольку-поскольку. И у меня закончился черный от лиры. Я красила вот таким. Эрих Краус, черный карандашик. Он у меня такой, как в помощь, знаете, где-то что-то контур прорисовывать. Черное что-то вот подкрасить. Поэтому я им иногда пользуюсь. Ну и вот я здесь его использовала. Конечно, это далеко от того, что хотелось бы. Надо было, наверное, все-таки не лениться, достать, поискать, в других наборах карандашей черный. Может, было бы интереснее. Но как вышло. В принципе, результатом я довольна. Мне вполне нравится. Камера еще немножко, конечно же, как всегда, засвечивает. Получается бледнее, что ли, рисунок. На самом деле он более яркий. Ну, а так в целом я довольна. Вот такой у меня получился рисунок. Спасибо, что посмотрели, что были со мной. Ссылка на канал Иры будет, как всегда, под видео. Я сейчас сниму видео, пойду посмотреть тоже, что у нее получилось. Проходите, смотрите. Ну, а я буду заканчивать с вами. Всем спасибо за внимание. Пишите комментарии, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. Ну и всем счастливого Хэллоуина.